Всем привет, друзья! В интерьерах нам часто встречаются реплики предметов мебели и света. По сути, это подделки, чаще всего некачественные, из дешевых материалов. Они отличаются от оригинала пропорциями и иногда кардинально. Многие скажут, но ведь внешний вид точно такой же, зачем переплачивать, иногда в десятки раз. В чем ценность этих вещей? Почему табуретка или кресло стоят так дорого? Не все понимают, что покупая оригинальную мебель, вы приобретаете не только досконально продуманный функционал, хотя, справедливости ради, часто дизайнерская мебель – это не про удобство. Предмет может быть тиражным или коллекционным, космически дорогим или доступным массам. Главное, что это оригинальная вещь, ассоциирующаяся с ее автором и историей, к которой вы становитесь причастны, разделяя и транслируя ценности, вложенные дизайнером. В таких предметах можно увидеть отражение эпохи, которые они часто символизируют. При этом такие предметы актуальны вне времени, почти в любом интерьере становясь центром притяжения или арт-объектом. Меня зовут Стенчугов Александр, я дизайнер интерьера, и сегодня я расскажу вам о 5 культовых предметах дизайна, истории их создания и как они заслужили беспрекословное признание покупателей и профессиональных критиков во всем мире. Еще я хочу отдельно порассуждать об истории отечественного предметного дизайна. И если вам понравится выпуск, то я могу продолжить рассказ о других культовых предметах дизайна. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, интересен ли вам такой формат. Признаюсь, я долгое время был уверен, что венский стул – это обычный советский предмет мебели с отсылкой к классике, который можно увидеть в каждой второй кофейне. Я даже не подозревал, насколько далеко уходит его история, чем этот стул уникален и что это один из самых знаменитых в мире и удобных предметов мебели. Венский стул впервые произвели, внимание, в 1830 году, почти 200 лет назад. Но до сих пор он считается одним из самых износостойких и эстетичных. Первые модели в городе Вена произвел немецкий столяр и краснодеревщик Михаэль Тоннет. Он разработал революционную технологию обработки элементов из бука теплым паром, получая идеальные гнутые линии. Технология не изменилась за 200 лет. До этого плотники для получения изгибов мебели резали дерево. А Тоннет стал соединять детали между собой винтами, а не клеем и пазами. Есть даже байка, что создатель стула провел рекламный трюк и скинул его с Эйфелевой башни, и он просто отскочил от брусчатки. Правда, миф разрушается, если сопоставить, что Тоннет умер еще до постройки Эйфелевой башни. Но говорят, что корни мифа растут от случая, когда стул выпал из кафе, находящегося на одном из ярусов башни. Дальше производством венских стульев занялись дети создателя. Когда патент истек, производство организовали более 6 десятков компаний. Теперь уже не только из бука, но и из других видов древесины. В первых моделях применялись плетеные сиденья из тростника. Такое сиденье было легким, и главное, что разлитые напитки в барах проливались насквозь. Это очень нравилось хозяевам баров. Изогнутая спинка была легче резаных столярных спинок того времени, и, взявшись за нее, как за ручку, было удобно перенести стул. Самой культовой моделью стала версия номер 14. Ее можно было встретить как в кафе, так и в богатых домах и даже в дворцах. Стулья выглядели воздушными, стильными, легко производились, собирались и транспортировались. При этом стул стоил недорого, что обрекло его стать популярным и массовым продуктом. С 1859 по 1930 годы было выпущено, внимание, 30 миллионов стульев. Ими восхищался Ле Корбюзье и другие знаменитые архитекторы того времени. Так как стул был разборным, это было еще и логистически удобно. В разобранном виде он занимал немного пространства, в отличие от склеенных, неразборных аналогов. Это значило, что транспортировка была удобнее и дешевле. Большинство мебели в мире сейчас транспортируется в разобранном виде. Вспомните продукцию мебельного гиганта IKEA. Если говорить о подделках, то этот стул слишком недорогой, чтобы его подделывать. Но теперь, если вы увидите его у себя на даче или в каком-нибудь блошином рынке, то будете знать, насколько это ценный предмет с историей длиной 2 века. Напишите в комментариях, знали ли вы, что венскому стулу почти 200 лет. Однажды в салоне премиальных немецких кухонь, здесь на Петроградке, я увидел красивое кресло, на котором красовалась табличка «Распродажа». И даже с огромной скидкой это кресло стоило порядка $6000. Это было одно из самых узнаваемых и дорогих кресел начала прошлого века. Кресло Барселона, созданное немецким архитектором, модернистом и минималистом Людвигом Митц ван дер Роэ. Кресло, безусловно, легенда предметного дизайна и дань уважения философии Баухаус. Знаковый предмет разработан в 1929 году специально для международной выставки в Барселоне, для павильона, продвигающего идеи школы Баухаус. Упрощение конструкции, функциональность и удобство.
Кресло было только частью проекта, но именно оно принесло мировую известность автору. Архитекторы эпохи Баухаус разрабатывали дома и мебель в первую очередь для простых людей. Но кресло Барселона стало исключением. Его сразу представляли как кресло для аристократов. В павильоне два таких кресла олицетворяли, на секундочку, трон короля и королевы Испании. В эпоху индустриализации для производства этого предмета требовалось много ручной работы. Кресло было нарочито массивным и неудобным для перемещения в интерьере, что подчеркивало его основательность и статусность. Сочетание ясных линий, минималистичных очертаний и роскошной кожаной обивки сделали кресло популярным. Конструкция олицетворяла собой архитектуру и была основана на пропорциях квадрата. Высота, ширина и глубина сидения и задней спинки равны в своих пропорциях, а кривые линии опор являются производным от комбинации пересекающихся кругов. Вот представьте себе на секундочку. Спинку и сиденье поддерживает металлический каркас с прочными кожаными ремнями, создающими впечатление роскоши и качества. Кожаные трубочки на кромках глубоких подушек создают четкую линию. Кресло выглядит практически как скульптура. И за последние 80 лет дизайн и конструктив кресла практически не изменился. В годы его создания еще не было нержавеющей стали и бесшовной сварки, которая появилась только в 1950 году, поэтому детали каркаса скреплялись между собой болтами. И второе изменение – свиную кожу заменили на телячью. Больше изменений не было. Опоры идут в двух вариантах – хромированный металл и нержавеющая сталь. Почти вся сборка производится вручную. Если вы смотрели фильм «Американский психопат», я недавно его пересматривал, то видели минималистичную квартиру главного героя. Это воплощение модернистского шика 80-х годов, олицетворение богатой, успешной жизни. И один из главных предметов в ней, конечно же, это именно кресло Барселона. Кресло в наши дни смотрится так же роскошно, современно и стильно, как и век назад. Ну, представьте, 90 лет, и оно смотрится реально, как будто его произвели вот буквально на днях. Именно это и отличает культовые предметы дизайна от тех, которые уже на следующий сезон уйдут в небытие. С 1953 года эксклюзивным правом на производство кресла обладает компания Knoll. На каждое кресло ставится штамп «Людвиг Мисс ван дер Роhe». История философии архитектуры, имя автора, продуманные линии, ручное производство и дорогие материалы. Из всего этого складывается высокая стоимость кресла, являющегося легендой предметного дизайна и центральным арт-объектом для любого интерьера. Это уже не просто мебель, а коллекционный предмет. И, конечно же, на сегодняшний день существует огромное количество подделок совершенно разного качества. Я думаю, что вы видели их в интернете. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы поставили бы себе такое кресло домой? Всего в 120 километрах от Петербурга, на самой границе с Финляндией, находится маленький красивый город с аутентичной скандинавской архитектурой. Этот город – Выборг. Если у вас в планах посетить этот островок северного модерна, обязательно запланируйте посещение библиотеки, спроектированной архитектором Алваром Aalto. Я уверен, это главное место притяжения в городе. Но обязательно заранее запишитесь на экскурсию. День в день попасть практически невозможно. Нет, вы попадете, но без экскурсии впечатление будет неполным. Первое, что я увидел, когда побывал в этой библиотеке, это большой лекционный зал с акустическим потолком интересной формы и огромными панорамными окнами. Но самое главное, в зале стояли очень знакомые табуреты. Конечно же, я подумал, что это IKEA. Но, как я узнал позже, в библиотеке находятся оригинальные стулья, спроектированные самим Алваром Aalto в 1933 году в едином проекте созданием. Но откуда точно такие же стулья у IKEA? Это плагиат, копия или покупка модели? Алвар Aalto – финский архитектор и дизайнер, известный во всем мире, работами в стиле модернизм. О своей мебели он говорил, что всегда создавал ее под проект, а не саму по себе. Так получалась единая экосистема интерьера и экстерьера. Такой системный подход очень характерен скандинавам и, конечно же, IKEA. Алвар Aalto работал вместе со своей супругой Айна, которая также занималась дизайном. С 1929 по 1933 год они спроектировали санаторий Паймио в стиле функционализма, и вся мебель была также создана по чертежам супругов Aalto. Айна Aalto придумала для приемного покоя табурет. Сиденье табурета было круглое, изготовлено из фанеры, а ножки из гнутой трубчатой стали. Данный табурет считается прообразом будущей легендарной модели. Следующим крупным проектом в том же 1933 году стала та самая городская библиотека в Выборге. Город тогда еще входил в состав Финляндии. Тогда же и появился табурет с Г-образной ножкой, ставший частью экосистемы интерьера библиотеки. Табурет Стул 60 был инновационным именно за счет дизайна ножки. Архитектор говорил, что вдохновлялся своими лыжами.
Форму и технологию запатентовали и запустили в массовое производство. Изначально у стула было 3 ножки, но потом в модификации E60 появилась 4-я. Табуреты очень удобно и красиво штабелировались, что было удобно при хранении. В 1935 году Алвар Алта основал мебельную компанию Артек, производящую этот стул до сих пор. А с 2013 года Артек вошел в группу мебельных компаний Витра. А что же IKEA? В каталог IKEA этот табурет входит под названием Фроста, а на упаковке нет фамилии Алта, а указан дизайнер Гиллис Лундгрен. У табурета отличается толщина сидения и материал ножек. Вместо массива заменен на многослойную березовую фанеру. Так IKEA сократила стоимость своего изделия в 20 раз, в отличие от оригинала. Это как раз тот самый момент, когда перед покупателем встает выбор между низкой стоимостью, в 20 раз ниже, или оригинальным дизайном, качеством материала, историей предмета. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что выбрали бы вы. Глядя на культовые предметы дизайна, очень сложно определить, сколько лет и даже десятилетий назад они были спроектированы. Кресло Diamond от компании Knoll, не исключение, является результатом многолетней художественной практики и творческого эксперимента выдающегося скульптора, талантливого дизайнера Гарри Бертоя. Бертоя окончил знаменитую Кренбургскую академию искусств и 3 года работал с самых известных американских дизайнеров 40-х-50-х годов, супругов Имзов, в том числе и над знаменитым стулом Eames Chair. Однако, вместо того, чтобы указать коллективное авторство, Чарльз Eames назначил единственным автором себя. Гарри Бертоя со скандалом покинул студию Имзов и переехал в 1950 году в Пенсильванию, где находилась фабрика Knoll. Флоренс Knoll находилась в дружеских и деловых отношениях с Гарри и решила, что если дать скульптору заниматься свободным творчеством, то это принесет хорошие результаты. Она предложила ему огромную мастерскую рядом с фабрикой, где можно было творить без ограничений. И результат появился уже через год. Бертоя экспериментировал с проволочной сеткой. Этот способ позволил получить легкие воздушные формы, отличавшиеся от тяжеловесной скульптурной традиции Европы. Проволока, сваренная в сетку, оказалась очень прочной, и, используя тонкий материал, можно было добиться жесткого каркаса. Это создавало ощущение легкости и прозрачности, а эргономичные формы повторяли контуры человеческого тела. Автор говорил, если вы посмотрите на эти стулья, то увидите, что они состоят большей частью из воздуха, так же, как и мои скульптуры. Пространство буквально проходит сквозь них. Стул и кресло Diamond вошли в первую коллекцию, созданную в 1952 году. Коллекция имела огромный успех. Кресло по форме напоминало алмаз, а блестящая сетка состояла из нескольких алмазов поменьше, что придавало приятную визуальную ценность. Мебель нравилась и хорошо продавалась. Ее поддерживали профессиональные критики и потребители. Одной из основных идей автора было создать форму, оставляющую возможность адаптации к ней. Стулья подходили людям любой комплекции. Их можно было использовать как внутри помещения, так и на улице. Стулья были универсальными. Бертоя всегда говорил, желание иметь вокруг себя хороший дизайн – это то же самое, что желание жить хорошей жизнью. Дизайну стула больше 70 лет, а он смотрится гораздо актуальнее многих современных. Вы можете купить оригинал или подделку в 20 раз дешевле. То есть точно такая же ситуация, как всегда. Мне кажется, я вывел формулу подделок. Просто делите оригинал на 20 раз. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько для вас важен дизайн окружающей среды и предметов. Я думаю, что все из вас хотя бы один раз в жизни видели это олицетворение роскошной жизни. Lounge Chair 670 с атаманкой. Легендарный предмет дизайна. Бесчисленное количество раз появляющийся в кинофильмах, являющийся олицетворением промышленного послевоенного дизайна и находящийся в коллекции 20 мировых музеев дизайна. На создание этой мебельной композиции, состоящей из 2 частей, супругов Чарльза и Рэй Имс, вдохновил знаменитый режиссер Билли Уайлдер, автор фильма «В джазе только девушки». Имсы были частыми гостями на его съемках и видели, как режиссер сооружал себе шезлонг для отдыха из подручных материалов, там каких-то коробок, не знаю, еще чего-то. Имсы хотели создать новое переосмысление клубного английского кресла с помощью технологий, освоенных во время Второй мировой войны. Они формовали шины для раненых из фанеры, гнутой с помощью высоких температур и давления. Разработка кресла велась несколько лет. Только подлокотников было создано 13 вариантов. Кресло состояло из множества деталей, но с помощью прилегающей схемы при переезде или необходимости его можно было самостоятельно разобрать и собрать. Когда кресло проходило тестовые испытания, Чарльз Имс пригласил своего друга, кинопродюсера Джулиана Блаустена в свой офис, чтобы тот опробовал кресло во время чтения сценариев.
В Аустин устроился поудобней, Имс вышел из комнаты по делам, а когда вернулся, то обнаружил своего друга крепко спящего и остался этим крайне доволен. Джулиан сказал, что не смог сопротивляться удобству кресла. Дизайнеры хотели, чтобы кресло было таким же, как хорошо потрепанная бейсбольная перчатка. Это значило, что кресло должно было быть удобным и хорошо обхватывающим тело человека. Но еще и обивочная кожа кресла должна была выглядеть вечной. Этого добились тем, что на стадии окрашивания кожу пропитывали достаточным количеством масла, чтобы эластичность и цвет материала были устойчивым к воздействиям. Кресло было составным, подвижным и подстраивалось под контуры вашего тела. Первые 10 лет производства кресло предлагалось в отделке из кожи, тканей и искусственного материала. Но авторы настаивали, чтобы в каталоге было указано, что рекомендованный материал – лучшая ягнячья кожа. Эту кожу заказывали в Шотландии, поскольку фермеры там не использовали для ограждения колючую проволоку, и кожа была высочайшего качества. Вы понимаете уровень? На спинке используется ламинированное дерево, облицованное палисандром. Технология производства дошла до наших дней, почти не изменившись, кроме некоторых деталей. Для деревянных деталей теперь используется не пятислойная, а семислойная фанера. Подушки раньше набивали гусиным пухом, а сейчас искусственной пеной. В 1961 году вышла знаменитая статья Playboy, где были представлены лучшие дизайнеры того времени. Автор статьи красиво заявлял, что лаунж-чейр 670 с атаманкой погружает сидящего в нем человека в атмосферу чувственной роскоши, доступной только нескольким смертным со времен Нерона. Звучит красиво, да? Сегодня кресло выпускается в нескольких цветах – черном, двух видах коричневого и белом, под брендами Herman Miller и Vitra. И, конечно же, на него выпускается бесконечное количество подделок. Кресло очень сложное и технологичное. Можно долго играть в игру, найдя отличия между подделкой и оригиналом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в каком интерьере вы для себя видите это кресло. Ну и вообще, какое кресло идеальное для вас. Я очень долго пытался вспомнить культовые отечественные предметы дизайна, известные на весь мир, но с лета в голову пришли только светильники Димы Логинова. Но все не так плохо. Давайте очень условно пробежимся по истории. Здесь я не претендую на истину, поправляйте. До революции вся российская архитектура и интерьеры проектировались под влиянием Европы. В Петербурге и Москве проектировали итальянцы, немцы, французы. Чему вообще удивляться, если многие дворяне, способные позволить себе дизайнерские предметы, говорили по-французски лучше, чем по-русски. Ну, реально было так. Читайте Пушкина. В общем, ценные предметы интерьера мог себе позволить только узкий круг людей. Мебель создавалась штучно, ремесленниками, и никакой серийности и широкой популярности речь не шла. После революции в стране возникло сильное движение, действительно повлиявшее на все мировое искусство. Это русский авангард. Кандинский, Родченко, Малевич. Эти имена знают во всем мире. Художники экспериментировали с формой, материалами, концепцией. Правда, мне очень сложно представить, каким же надо быть модником, чтобы жить в русском авангарде. В дальнейшее советское время главными дизайнерскими предметами стали изделия массового производства, ставшие легендами внутри Союза. И чаще всего сейчас эти предметы вызывают негативные ассоциации с недорогим жильем, хотя для многих в свое время они были предметами зависти и роскоши. Это тот самый гарнитур с лаковыми фасадами, диваны, ковры, тумбочки. Между прочим, это были реальные атрибуты успешной жизни. Есть еще один легендарный предмет дизайна, который мне очень нравится – граненый стакан. Предмет, который вызывает море ассоциаций и эмоций. Многие даже не догадываются, что его история начинается еще со времен Петра I. Это лишь еще раз доказывает, что все уже когда-то было изобретено, а дальше только переосмысливается, и как важно знать историю дизайна. Но это тема для отдельного большого выпуска. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие предметы отечественного дизайна вы считаете культовыми, какие вам из них нравятся, а какие вызывают отторжение. В наше время, когда цены на западный предметный дизайн взлетели до небес, открылись широкие возможности для отечественного производства. До этого инициатива отдавалась европейским фабрикам, но на наш дизайн было грустно смотреть. Сейчас ситуация стремительно выравнивается, и я думаю, в ближайшие десятилетия появится много всего интересного. У нас, наконец, появилась возможность посмотреть вглубь себя, изучить традиции, используя европейский опыт, создать что-то по-настоящему интересное и свое. И наша студия тоже вносит свой вклад в развитие уровня российских интерьеров. Мы создаем свою линейку мебели в концепции теплого минимализма. Вдохновляемся родной нам локацией – северо-западом, Карелией и ее природными материалами. Вы можете увидеть эти предметы в наших проектах и на нашем сайте. Ссылка будет под видео. Напишите в комментариях, какие предметы интерьера культовые для вас и почему они вам нравятся. Может, какие-то есть у вас дома. Я читаю все комментарии и обязательно вам на них отвечу. Если видео было полезным, то обязательно поддержите его лайком,
Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. И, конечно же, переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.